Глава 611. Золотой талисман. Когда Ханьля услышал это, он слегка покраснел. Если это только ради того, чтобы доставить письмо, я готов согласиться. Для него было вполне естественно выполнить такую тривиальную просьбу, учитывая награду. Молодая женщина выглядела довольной его ответом и тут же подняла руку, не сказав ни слова. Коробку окутала зеленым светом и плавно полетела к Ханьле. Ханьля взял черную коробку и окутал ее своим духовным чутьем. Внутри коробки действительно было изобилие духовной ци, как если бы в ней на самом деле был нефритовый духовный камень. Конечно, будучи осторожным, Ханьли захотел лично изучить то, что находилось в коробке. Ханьли взмахнул рукой, и коробка открылась сама по себе. Мгновенно из нее вспыхнул плотный белый туман чрезвычайно чистой духовной ци, который тут же заполнил всю каменную комнату. Сердце Ханьли дрогнуло, и он с подозрением осмотрел внутреннюю часть ящика. Он видел только нежный белый свет, который исходил из сверкающего белого нефритового камня длиной несколько дюймов. Однако Ханьли был поражен не самим камнем, а тем, что внутри прозрачного камня была корова размером с большой палец, которая постоянно виляла хвостом, словно живая. Когда молодая женщина увидела шок Ханьли, в ее ярких глазах мелькнуло странное выражение. Она небрежно улыбнулась и спросила, в чем дело. Нефритовая духовная вена вполне может развить себе воплощение сокровища. Обычные камни духовых камней не сравнятся с ним. Если вы будете культивировать вместе с этим, вы добьетесь успехов вдвое быстрее. Еще раз взглянув на нефритовую духовную вену внутри коробки, он закрыл коробку и спокойно поднял голову. Верно. Благодаря этому предмету мне будет достаточно всего 10 лет, чтобы достичь ложной стадии зарождающейся души, а не нескольких десятков. В этот момент Ханьли наконец понял, что снежно-облачная лисица постоянно находилась рядом с нефритовой духовной веной. Вот почему она обладала слабой, чистой духовной ци. Вполне возможно, что ее эволюция в демонического зверя также имела к этому отношение. Ханьли успокоился, чем несколько удивил молодую женщину. Она взглянула на него с удивлением. Поправив волосы, она небрежно произнесла: «Хорошо, раз я уже дала вам этот предмет, я даю вам нефритовую пластинку, которую нужно доставить. На платформе, на которой я сижу, есть еще одна нефритовая коробка. Оторви талисман, который там запечатан, и протяни мне. В коробке есть медальон, который я хочу, чтобы вы доставляли. Вы хотите, чтобы я доставил его за вас?» С подозрением спросил Ханьли. «ГМ, вы все еще боитесь, что я собираюсь причинить вам вред? Если бы я мог взять его сама, стала бы я просить вас сделать это». Молодая женщина обиженно улыбнулась и подняла руку, облаченную в длинную мантию. Выражение лица Ханьли сильно изменилось, увидев ее ноги. Они выглядели как иссохшие дрова. На этой высушенной плоти даже кожи не было видно. Это выглядело очень жутко. Но Ханьли больше удивило то, что в ее ноги были вонзены несколько серебряных сверкающих цепочек, прикованных к каменной платформе. Ханьли поджал губы и поднял голову, взглянув на молодую женщину. Хотя он был совершенно сбит с толку, он больше стал ничего спрашивать. Он знал, что женщина сама объяснит ему все, если захочет. Лицо женщины стало ледяным, она опустила мантию и сухо проговорила: «Я сама заточила себя в ловушке этой каменной горы из лепистого лазурита, а затем приковала себя этими цепями». «Вы сами заточили себя в ловушку». Ханьли совершенно ошеломлен этим. «Верно. Мое искусство культивации — искусство потусторонней резни. Хотя с его помощью уровень культивации продвигается крайне быстро, а его мощь невероятна, у него есть фатальный недостаток. Как только искусство завершено, культиватор теряет свою человеческую природу и становится кровожадным. Когда я нашла это искусство, я решила его культивировать, несмотря на советы других, я был чрезвычайно уверена в своем исключительном духовном чутье. После того, как я последовательно культивировала эту технику и вошла в стадию зарождающейся души, я больше не могла сдерживать свое желание убивать и уничтожить весь мир культивации. В результате я ввязалась в бой с несколькими культиваторами зарождающейся души, что привело к потере моей руки». Молодая женщина бесцеремонно взглянула на пустой рукав и покачала головой. «Получив эту травму, я думала долго и упорно. Раз у меня нет возможности контролировать себя, значит, я умру рано или поздно. Вот почему я решилась на это и попросила моих друзей, чтобы они изготовили цепи небесного божественного огня, а затем посадили в комнату лепистого лазурита. Из-за страха, что я не вытерплю одиночества и стану сожалеть об этом, я дала ключ к цепям своему лучшему другу. Он дал обещание, что будут приходить ко мне регулярно, чтобы посмотреть, не стало ли мне лучше». После этого выражение молодой женщины стало угрюмым.
Но я не ожидала, что мой друг придет только несколько раз, а затем исчезнет без следа. Я не знаю, был ли он слишком нетерпелив или с ним что-то случилось. Вот почему я до сих пор нахожусь в этой тюрьме. Поскольку эта комната была создана из лепистого лазурита, мое духовное чутье ограничено в радиусе километра, несмотря на то, что он уже достигло средней стадии зарождающейся души. Я хотела обратиться за помощью, но у меня не было возможности сделать это. Эти цепи небесного божественного огня были изготовлены с помощью своеобразного метода, связавшего их с моей первородной душой. Хотя уровень моей культивации значительно увеличился, и я могу разбить цепи, я мгновенно умру после этого. Теперь, когда судьба свела меня с вами, мне кажется, что небеса услышали мои молитвы. Мне больше не придется проводить остатки моей жизни в этой комнате. Женщина в черном рассказала все о своем прошлом, чтобы развеять подозрения Ханли. Однако эта история еще больше ошеломила Ханли. Если она говорила правду, то ее прошлое сложно было представить. Немного помолчав, он нерешительно спросил: «Неужели старшая хочет, чтобы доставил письмо вашему лучшему другу?» Прошло так много лет, я не уверен, что он может быть еще жив. Молодая женщина вздохнула и горько улыбнулась. Верно. Даже если это так, не нужно беспокоиться. Я просто прошу вас принести ключ для этих цепей. Мы были в хороших отношениях. Даже если что-то случилось, то он обязательно передал ключ потомкам на хранение. Вам просто нужно найти его потомков. Немного подумав, Ханли счёл это разумным. Затем он шагнул вперед, не говоря ни слова, и обошел вокруг каменной платформы, обнаружив дыру. Ханли тщательно исследовал ее своим духовным чутьем и вскинул брови от удивления. Он нашел еще одну нефритовую коробку. Нефритовая коробка выглядела довольно древней, на ней было выгравировано бледно-желтое пламя, внутри которого можно было разглядеть человека. На нефритовой коробке был мерцающий золотой талисман, который излучал слабую ауру, от которой Ханли почувствовал себя неловко. Он бессознательно нахмурился. Женщина в черном взволнованно проговорила: «Это она. Господин Даос, оторвите талисман и позвольте мне взглянуть на него». Ханли уже положил руку на нефритовую коробку и собрался было оторвать талисман. Однако, когда голос молодой женщины задрожал от волнения, и Ханли почувствовал неописуемое чувство страха. Немного поколебавшись, Ханли убрал руку с коробки и поднял голову. Сердце Ханли дрогнуло от вида этой женщины. Ее глаза стали темно-зеленого цвета, а внешность стала пугающей. Страшный, угрожающий облик полностью заменил ее ранее достойный вид. Когда молодая женщина увидела, что Ханли поднял голову, она была поражена и тут же пришла в себя. Ее пугающая внешность и зеленые глаза исчезли в одно мгновение. Она сказала расслабленным тоном: «Господин Даос, почему вы так смотрите на меня? Почему вы не сорвали этот талисман? Не забывайте, что нефритовая духовная вена — это редко сокровище мира культивации, которое я уже отдала вам. Почему вы все еще бездействуете?» Ханли взглянул на женщину в черном и посмотрел на золотой талисман, плотно запечатывающий нефритовую коробку. Не сказав ни слова, он прищурился и направился к ней с нефритовой коробкой в руке. «Господин Даос, что вы собираетесь сделать? Стой! Не приближайся!» Когда женщина увидела, как Ханли приближался к ней с золотым талисманом, который все еще был на нефритовой коробке, ее выражение мгновенно изменилось. Она закричала в панике. Глава 612. Трупный демон. Когда Ханли увидел реакцию молодой женщины, его лицо тут же стало мрачным, а в глазах появился холодный блеск. Приближаясь к ней, он безмолвно поднял коробку. Хотя он не знал, почему она так боялась этого талисмана, он знал, что она явно скрывает свой злой умысел, вот почему он решил больше с ней не церемониться. Молодая женщина в черном так запаниковала, что попыталась слезть со своей платформы. Однако это действие активировало какое-то ограничительное заклинание, и она даже не успела сдвинуться с места, как оно вернуло ее в исходное положение. В этот момент из нефритовой коробки в руках Ханли вылетело несколько световых колец, которые метнулись к голове женщины. Золотой талисман на коробке засверкал ярким сиянием и выпустил бесчисленное количество странных золотых иероглифов, которые направились к молодой женщине. «Нет!» — в отчаянии закричала женщина в черном. Ее красивая внешность тут же исказилась. Она мгновенно использовала единственную руку, чтобы закрыть лицо, наклонив голову к груди, отчаянно пытаясь отвести лицо от талисмана. Когда золотые иероглифы талисмана, наконец, коснулись ее плеча, золотой свет заискрился и стал испускать зеленый дым. Тело молодой женщины задрожало, и она издала чудовищный вопль. Вопль был настолько ужасающим, что на доли секунды даже оглушил Ханли.
Он бессознательно сделал несколько шагов назад, чувствуя, как холодный пот стал стекать по его спине. Одной рукой он тут же хлопнул по своей сумке для хранения духовных зверей и тут же выпустил золотых прожорливых жуков, а другой рукой он крепко сжимал нефритовый скипетр и торжественно уставился на каменную платформу. По мере того, как другие иероглифы стали опускаться на женщину в черном, из ее тела стало все больше выходить зеленого дыма. Через мгновение зеленый дым окутал ее полностью. Ее тело скрылось в дыме, но вспышки света и вопли все еще не прекращались. Еще через мгновение вопли стали звучать иначе, голос стал хриплым. Постоянно меняющиеся вопли звучали довольно ужасающе. Хань Ли наблюдал за происходящим в страхе, затаив дыхание. Запах ржавчины заполнил комнату, как только появился зеленый дым. Каждый вздох начал вызывать у него головокружение и тошноту. Казалось, дым был ядовитым. Вскоре после этого в зеленом дыме появился просвет. Хань Ли был поражен. Прежде чем он понял, что это за звуки, он услышал свист ветра. Темно-зеленый коготь, скованный серебряными цепями, внезапно вырвался из тумана со скоростью молнии и яростно скользнул в направлении Хань Ли. Коготь был невероятно гибким, словно змея, и вытянулся на 10 метров, пытаясь схватить Хань Ли. Хань Ли дрогнул и еще сильнее сжал нефритовый скипетр. Он собирался было применить технику, как вдруг с серебряных цепей посыпалась буря искр, заполняя всю комнату запахом гари. В комнате раздалось жалобное стенание, и коготь быстро отступил. Хань Ли пристально вглядывался в туман, выражение на его лице постоянно колебалось. Внезапно оно стало угрюмым, и он отступил назад еще на 2 шага. Когда стена лепистого лазурита уперлась ему в спину, он влил огромную духовную энергию в свой нефритовый скипетр, уплотнив красно-желтый световой барьер вокруг своего тела, в результате чего он почувствовал себя более расслабленно. Спустя промежуток времени, который бы потребовалось, чтобы заварить чашечку чая, из тумана раздался еще один жуткий крик. Сияние золотого талисмана нефритовой коробки постепенно стало тусклее. Постепенно количество иероглифов, которые он испускал, тоже начало уменьшаться. Судя по тому, что Хань Ли видел, он подумал, кажется, золотой талисман способен сдерживать либо призраков, либо демонов, но он обладает ограниченным количеством духовной ци. В конце концов, она закончится и больше не сможет сдерживать ее. К счастью, беспокойство Хань Ли было необоснованным. В следующий момент раздался последний крик, и дым застыл. Однако свет золотого талисмана еще не исчез. Хань Ли взглянул на золотой талисман и не стал сразу же приближать к нему. Вместо этого он подождал еще. После того, как золотой свет исчез, а нефритовая коробка упала в густой дым, выражение лица Хань Ли изменилось. Он махнул рукой и отложил сумку для хранения с духовным зверем. Затем он сделал жест заклинания и начал тихо бормотать что-то. В следующее мгновение перед ним появляется красный огненный шар размером с яйцо. Взглянув на огненный шар, Хань Ли указал на дым, и огненный шар влетел в зеленый дым, превратившись в полоску красного света. Он нахмурился и закричал. Взрыв, бабах, дым рассеялся через мгновение, и комнату наполнило затхлое зловоние. Как и ожидалось, техники огненных атрибутов были наиболее эффективным средством борьбы с ядовитыми ци. Хань Ли встал и почувствовал, что в него дует поток горячего ветра. В его глазах мелькнуло странное выражение, когда он смотрел на каменную платформу, когда дым не исчез. Когда он, в конце концов, увидел, что там было, его сердце дрогнуло. Он сглотнул слюну, пытаясь сдержать дрожь во всем своем теле. На платформе лежала человекоподобная фигура, и было неизвестно, жива ли она еще. Хотя только фигура напоминала человека, поскольку все тело покрывал плотный зеленый мех. Кроме того, фигура пахла, как гниющий труп. Хотя он не понимал, что это было на самом деле, это совершенно не было похоже на человека. Как и у человеческой формы, у этого существа была только одна рука, но эта рука была намного длиннее и имела черные когти. Было очевидно, что эта рука и напала на Хань Ли ранее. Но еще более удивительным было то, что вокруг тела этого существа было обвито множество цепей. Они сковывали не только руки и ноги, а также грудь и спину. Существо было совершенно обездвижено. Недолго думая, Хань Ли направил на существо свои летающие мечи и вонзил их в него. Раздался звон, мечи отскочили от зеленого меха, не оставив на нем и следа. Хань Ли усмехнулся, но он не особенно удивился. Учитывая тяжелые ограничения, которым подвергался монстр, Хань Ли бы скорее удивился, если бы его мечам удалось пронзить мех. Все было не так просто. Хань Ли взмахнул рукой, заставив вернуться мечи к себе. Затем он сделал несколько шагов вперед и взмахнул рукой в сторону монстра. В этот момент лазурный туман света выстрелил из рукава Хань Ли и мягко окутал монстра, в результате чего на пол упал истинный вид монстра.
Монстр выглядел как высушенный скелет, кожа до кости. Из его приоткрытого рта торчала пара клыков длиной в дюйм. Выглядело это довольно ужасающе. Это Хань Ли взглянул на зеленый мех на теле и снова взглянул на лицо монстра. Ему показалось, будто он видел это существо ранее в нефритовой пластинке. Опустив голову и погрузившись на какое-то время в созерцание, в его голове возникло название монстра. Он тут же поднял голову и испуганно проговорил: «Трупный демон». Внезапно он вспомнил название этого древнего демона из легенд. Трупные демоны были разновидностью цзиньси. Однако они сильно отличались от культиваторов, усовершенствующих трупы, и обычных цзиньси, которые, естественно, поднимались из глубины земли. Они появлялись только в чрезвычайно редких, конкретных обстоятельствах. Хотя никто не знал о методе, с помощью которого этот страшный дух принимал форму, существовали два основных условия, которые требовались для появления трупного демона. Во-первых, по крайней мере, это должен был быть труп культиватора стадии зарождающейся души. Трупы смертных и низкоранговых культиваторов не подходили для создания трупного демона. Во-вторых, труп должен был обладать небесными духовными корнями с атрибутами дерева либо земли. В противном случае он не смог бы получить поддержку от природы, чтобы возродиться. В дополнение к этому культиватор должен был умереть, храня в своей душе огромные обиды. Когда душа не хочет возвращаться на путь реинкарнации, ее удерживает труп. По прошествии времени с некоторыми другими неизвестными условиями душа и труп слились бы вместе, формируя монстра, известного как трупный демон. Можно сказать, что монстр был на 1/3 человек, на 1/3 цзиньси и на 1/3 призрак. У этого монстра не было слабости перед солнечным светом, которая была у призрачных демонов и цзиньси, но он также обладал большинством своих воспоминаний и техник, которые использовал при жизни. Поскольку он умер, скрывая обиды, этот страшный дух был, несомненно, кровожадным. Трупные демоны любили охотиться на культиваторов и медленно пытали их, а затем пожирали. Прошло много времени с тех пор, как в мире культивации появился последний трупный демон. Глава 613. Трансформация. Вспоминая истории о невероятно прочном теле трупного демона, Хань Ли почувствовал легкое уныние. Согласно слухам, только истинный огонь мог сжечь его труп или вытащить душу, а затем запечатать ее. Трупный демон явно не умер. На данный момент его сдерживал неизвестный золотой талисман. Хань Ли решил, что трупному демону потребовалось бы довольно много времени, прежде чем он сможет восстановить свою силу. С этой мыслью взгляд Хань Ли упал на нефритовую коробку рядом с трупным демоном. Поскольку она подавила трупного демона, это должно быть была какая-то печать. Судя по тому, насколько была тесно связана нефритовая коробка с трупным демоном и золотым талисманом, который запечатал его, разумно предположить, что в коробке была душа трупного демона. Но в таком случае, почему трупный демон мог контролировать свое тело? Ему также почти удалось обмануть Хань Ли, заставив его открыть нефритовую коробку, несмотря на большой интеллект Хань Ли. Может быть, извлечение души было неполным, и часть души осталась внутри его тела. Кроме того, почему у трупного демона была в его распоряжении нефритовая пластинка? Неужели он заполучил ее после того, как оказался в ловушке? Будучи озадаченным этим, Хань Ли глубоко погрузился в свои раздумья. Через мгновение Хань Ли отбросил этот ненужный вопрос и стал озираться по сторонам, чтобы уйти. Ему нужно было быть, по крайней мере, на стадии зарождающейся души, чтобы сжечь трупный демон истинным огнем. Кроме того, это бы все равно заняло несколько месяцев. Даже если бы у Хань Ли был такой уровень культивации, он не стал бы тратить время или усилия на такое бесполезное занятие. Он предпочел бы убраться отсюда как можно дальше, оставив трупного демона в изоляции. То, что другие культиваторы могли случайно попасть сюда, это его не касалось. Если бы трупный демон сбежал, великие секты поблизости смогли справиться с этим вместо него. Но в конце концов, взгляд Хань Ли снова опустился на нефритовую коробку. Несколько раз взглянув на нефритовую коробку с золотым талисманом, он немного поколебался, а затем взял ее. Затем он положил ее в сумку для хранения с равнодушным выражением лица. Золотой талисман на нефритовой коробке испускал поистине странные иероглифы. В дальнейшем Хань Ли хотел тщательно изучить их. Между тем, он решил, что откроет эту коробку, когда сконденсирует зарождающуюся душу. Тогда он будет полностью в безопасности от любого вредного духа, который там может быть. С божественной дьявольской молнией, плачущей душой и стадией зарождающейся души ему нечего было бояться. Хань Ли взмахнул нефритовым скипетром в руке, и световой барьер вокруг него внезапно исчез, обнажив желтого волка. Он хотел, чтобы тот использовал технику движения Земли, чтобы открыть ему проход из каменную комнату. В конце концов, лепистый лазурит был всего лишь камнем, хотя и довольно редким.
Таким образом, на него все еще должна была действовать техника движения Земли. Таким образом, Хань Ли был готов к тому, чтобы использовать волка, как вдруг его выражение внезапно изменилось. Он повернулся и взглянул на трупного демона. Немного подумав, он вздохнул и шагнул к нему. Он поднял ногу трупного демона и увидел там яму. Внутри ямы была снежно-облачная лисица, которая смотрела на Хань Ли жалостливым взглядом. Хань Ли слегка ухмыльнулся и пробормотал: «А ты довольно умна, раз спряталась здесь». Сказав это, Хань Ли взмахнул рукой, и лазурный свет приблизился к маленькой лисе. Лисица прекрасно поняла, что ее ничего хорошего в этом не ждет, и тут же отпрыгнула, пытаясь убежать. Тем не менее, лазурный свет Хань Ли был невероятно быстрым и поймал ее в воздухе. Лазурный свет мгновенно обернулся вокруг лисы, а затем приблизил к Хань Ли. Хань Ли схватил лисицу и повернулся, чтобы покинуть каменную комнату. Уходя, Хань Ли бессознательно пробормотал: «Ты очень упорная. Мало того, что тебе удалось сохранить свою жизнь благодаря этому, тебе даже удалось прожить в компании трупного демона. Поистине немыслимо. Это непостижимо». Внезапно в голове Хань Ли мелькнула странная мысль. Внезапно его выражение на лице изменилось, он тут же взмахнул рукой и безжалостно швырнул лисицу о каменную стену. В этот момент в глазах демона лисы появилось слепое негодование. Ее маленькие конечности резко увеличивались в длину, а на лапах появились огромные когти. Огромный лязг встряхнул комнату. В момент гнева Хань Ли белый силуэт размылся, когда его отбросило к стене. Чтобы уклониться от удара об стену, маленькая лисица ловко перевернулась несколько раз в воздухе и исказила свое тело, чтобы упасть на пол в углу комнаты. В ее глазах появился ледяной взгляд. Лисица осталась невредимой и гневно уставилась на Хань Ли. В ее зеленых глазах появился след разочарования. Вздрогнув от страха, Хань Ли взглянул на большую дыру, оставленную на его одежде, обнаружив искры зеленого света. Это была внутренняя броня, которую он украл у Вэнь Цзяня. После того, как королевская чешуйчатая пластина была разрушена, Хань Ли решил заменить ее на эту внутреннюю броню. Несмотря на то, что он не знал их названия, Хань Ли мог сказать, что она нисколько не уступала королевской чешуйчатой пластине. Хотя хитрое и ожесточенное нападение застало Хань Ли врасплох, оно, естественно, не могло пробивать его доспехи, поскольку даже обычные магические сокровища не могли навредить ему. Придя в себя, Хань Ли мрачно взглянул на лисицу и спросил холодным голосом: «Кто ты?» Эта атака напоминала атаку демонического зверя низкого ранга, на которую ты не способна. В тот же момент он взмахнул нефритовым скипетром и попытался выпустить легкий барьер вокруг себя. Однако он был потрясен, обнаружив, что нефритовый скипетр совершенно не реагировал. Хань Ли с недоумением взглянул на желтого волка, обнаружив, что он стоял на месте без каких-либо изменений. Оказавшись перед могущественным врагом, у Хань Ли не было времени на размышления, и он тут же приказал летающим мечам сформировать перед собой занавес. Летающие мечи загудели, защищая его, и Хань Ли смог немного расслабиться. В следующий момент Хань Ли был потрясен, услышав, что снежно-облачная личица заговорила человеческим голосом. «Кто я?» «Я тот, на кого ты только что напал. Не говори мне, что ты уже забыл обо мне». В знакомом голосе женщины звучала насмешка, и она тут же встала на задние лапы. В тот момент демонический зверь начал трансформироваться прямо на глазах Хань Ли. За несколько секунд лисица увеличилась в размерах и сбросила с себя всю шерсть. Она превратился в великолепную молодую женщину с хвостом лисы. Хань Ли поджал губы и не мог прийти в себя. На его лице было нескрываемое удивление. Эта женщина выглядела точно так же, как женщина в черной одежде, за исключением того, что она была обнаженной. Она уверенно взглянула на Хань Ли и кокетливо сказала: «Ну, мое воплощение демонической лисицы весьма неплохо», однако в глубине ее ярких глаз не было ни намека на доброжелательность. После того, как Хань Ли глубоко вздохнул, он успокоился и холодно сказал: «Это ты?» Он бессознательно взглянул на каменную платформу и увидел, что трупный демон был полностью неподвижен. С облегчением он снова перевел взгляд на только что трансформированную женщину. Стоит сказать, что любой демонический зверь, который мог бы принять человеческую форму, был, по крайней мере, 8-го ранга. Однако, когда он рассматривал воплощение белоснежной лисицы в руках трупного зверя, он видел, что она была только 7-го ранга. Хань Ли почувствовал удивление, но не страх. Однако он не мог полностью доверять своему духовному чутью. С торжественным выражением на лице он вспомнил, что читал о высокоранговых демонических лисицах. Почти все демонические лисицы этого уровня смогли использовать иллюзии. Многие из них даже были способны сражаться с культиваторами своего ранга так, что те даже не подозревали, что перед ними был не человек.
Их способность маскировки была одной из лучших среди всех демонических зверей. Раньше Хань Ли немного сомневался в этом. Он с легкостью осмотрел женщину своим мощным духовным чутьем. Однако, поскольку у трупного демона была способность трансформировать и сохранять свой уровень культивации, почему он не смог снять золотой талисман с нефритовой коробки? Неужели демон все еще боялся золотого талисмана? Даже в этом случае, с ее уровнем культивации, она могла захватить низкорангового культиватора и заставить его снять печать. Пока Хань Ли безмолвно обдумывал все это, он почувствовал, что демоническая лиса не просто воплощение трупного демона. Казалось, за этим скрывалось еще что-то. С этой мыслью он снова успокоился и взглянул на обнаженную молодую женщину перед ним. В его глазах было мрачное выражение. Глава 614. Появление волка. Неважно, даже если ты воплощение трупного демона, только один из нас сегодня выйдет живым отсюда. Сказав это, Хань Ли без колебаний выпустил свои летающие мечи, и они вспыхнули лазурным светом. Затем он превратился в туман, который тут же охватил угол комнаты, где была демоническая лиса. Когда молодая женщина увидела атаку Хань Ли, она ухмыльнулась и облизала свои сочные розовые губы. В следующее мгновение она исчезла, превратившись во вспышку белого света. Лазурный туман врезался в стену из лепистого лазурита, в результате чего раздался звон. Хань Ли нахмурился и быстро проверил туман духовным чутьем, но там не было ни следов лисицы. Однако Хань Ли был спокойным. Он пошарил в своей сумке для хранения и достал маленький серебряный колокольчик. «Вперед!» — крикнул Хань Ли. Маленький колокольчик засветился и мгновенно взлетел на метр над его головой. Без малейшего промедления Хань Ли сделал жест заклинания рукой и открыл рот, выпустив своим вздохом лазурную ци в маленький колокольчик. Древнее сокровище наполнилось светом, а затем громко прозвенело. Поскольку эта комната была запечатана, звуковые атаки серебряного колокола должны быть значительно эффективными. В следующее мгновение, как раздался этот звон, он тут же стал отражаться от лепистого лазурита, искажая воздух диаметров 20 метров вокруг Хань Ли. Вскоре после этого показалась обнаженная женщина, отшатнувшись от атаки. Хань Ли обрадовался этому, хотя и был озадачен. Демоническая лиса казалась слабее обычных демонических зверей. Было ли это потому, что трупный демон получил урон до того, как воплощение получило форму? Таким образом, Хань Ли без колебаний взмахнул рукой и выстрелил в лису 5 полосками лазурного меча ци. Через мгновение в ее тело проникало множество полос света. Женщина издала жалостный крик, а затем рухнула на землю в луже крови. Хань Ли был ошеломлен, что все прошло настолько легко. Пока он был в недоумении, он внезапно почувствовал, что нефритовый скипетр в его руке стал горячим и запульсировал красным светом, в то время как его тело окружил темно-красный световой барьер. В следующее мгновение несколько серебряных нитей атаковали его из, казалось бы, пустого места. Внезапное изменение светового барьера успело заблокировать их как раз вовремя. Что? Нет, одновременно раздался голос мужчины и женщины. Придя в себя, Хань Ли открыл рот и выплюнул пучок лазурного света в направлении от того места, откуда появились серебряные струны. Внезапно раздался ехидный лисий смех, а в другом конце комнаты появилась вспышка белого света. Голая женщина снова появилась перед Хань Ли. Выражение лица Хань Ли стало очень мрачным, и он тут же перевел взгляд туда, где только что лежал труп молодая женщина. Там больше ничего не было. Хань Ли поджал сухие губы и угрюмо сказал: «Иллюзорная техника». Молодая женщина широко улыбнулась и ничего ответила. Вместо этого она перевела взгляд на желтого волка, и на ее лице появилось удивление. Когда Хань Ли увидел, что у женщины на лице появилось это выражение, его сердце дрогнуло, и он тоже взглянул на волка. Затем он перевел взгляд на нефритовый скипетр в руке, и его лицо дрогнуло. Световой барьер, заблокировавший хитрый удар лисицы, был не тем, что активировал Хань Ли. Неужели дух артефакта по своей инициативе спас его? В этот момент в голове Хань Ли всплыла тайна огромного серебряного волка, который являлся объединенной формой красного и желтого волков, и его сердце ушло в пятки. Молодая женщина хотела было что-то сказать, как вдруг нефритовый скипетр в руке Хань Ли запульсировал, а затем перед Хань Ли по вспышке красного света появился красный волк. Как только появились оба волка, они мгновенно слились воедино, что было весьма захватывающим зрелищем. Хань Ли был глубоко потрясен увиденным и тут же схватил нефритовый скипетр сильнее, не смея делать какие-то неосторожные движения. Как он и ожидал, вокруг волка вспыхнуло кольцо серебристого света, а затем из него появился серебряный волк высотой в 3 метра. Волк завис в воздухе, наблюдая за демонической лисой.
Хотя обнаженная женщина не знала, что такое серебряный волк, она почему-то почувствовала, как ее сердце ушло в пятки. У нее тут же появилось плохое предчувствие. Под пристальным взглядом огромного волка у нее на лице застыло странное выражение. В тот миг она поняла, что ее дела не так хороши, как ей бы того хотелось. Она вскинула брови и выплюнула розовый, ароматный туман с серьезным выражением на лице, мгновенно скрыв все свое тело. Розовый туман быстро распространился по воздуху и мгновенно окутал большую часть комнаты. Хотя Хань Ли не знал, в чем цель этого розового тумана, он не осмелился его вздыхать. Она тут же нахмурился и схватил с пояса сумку для хранения духовных зверей. Независимо от того, насколько грозной могла быть техника демонической лисы, он не верил, что техника выдержит против десятков тысяч золотых прожорливых жуков. Но только Хань Ли подумал выпустить жуков, серебряный волк сам принял меры, к его изумлению. Серебряный волк внезапно открыл рот и выпустил мощный поток серебристых сфер. Затем волк дрогнул и превратился в полоску серебристого света. Хань Ли был в такой растерянности, что перестал вызывать своих жуков. В следующий момент все серебряные сферы, которые вошли в туман, начали лопаться. Серебряный свет переплетался с розовым туманом, заставляя демоническую лису дрожать от тревоги. В следующее мгновение серебряный волк вошел в туман. «Что ты делаешь?» «Невозможно». «Ты». «Нет», — закричала лисица от страха, словно увидев что-то невероятное. Мгновение спустя ее жалкие вопли исчезли так же быстро, как и появились. Когда Хань Ли услышал это, его выражение лица изменилось. Он прищурился и стал пристально вглядываться в туман. К счастью, туман начал рассеиваться из-за отсутствия духовной силы и показал то, что за ним скрывалось. Лицо Хань Ли исказилось от увиденного, на земле лежала лисица и дрожала. Розовый и серебряный свет окутал разные половины ее тела огнями, которые переплетались в центре, непрерывно высвобождая искры, словно они сражались между собой. «Овладение!» — закричал Хань Ли в недоумении. Серебряный свет внезапно получил преимущество и стал медленно накрывать пространство розового света. «Нет!» Молодая женщина внезапно закрыла голову на руки и закричала от боли. Вскоре после этого ее тело начало дрожать, покрывшись серией белых вспышек. Через несколько секунд женщина снова приняла форму изящной белой лисы. К этому моменту последний остаток розового света был поглощен серебряным свечением, и удивительное совершенство тела исчезло бесследно. Теперь она снова была обычным низкоранговым демоническим зверем. Белая лиса неподвижно сидела на земле, как будто она была полностью истощена, но серебряный свет, окутывающий ее тело, стал еще более ярким. Хань Ли крепко держался за нефритовый скипетр в руке, а на его лице появились сомнения. Было ясно, что серебряный волк преуспел во владении ее телом, но он не знал, сможет ли он продолжать ограничивать или управлять серебряным волком, пока он был в теле лисы. Спустя некоторое время Хань Ли глубоко выдохнул. Судя по всему, лисица не могла сопротивляться его нынешнему уровню культивации. Вот почему не было необходимости атаковать ее раньше времени. Более того, независимо от действий серебряного волка, она никак не реагировала на них. Конечно, Хань Ли всегда хотел узнать больше о серебряном волке, но прежде, чем он мог даже спросить, дух артефакта снова среагировал. Было ясно, что у серебряного волка была тяжелая история, о которой Хань Ли давно догадывался. В результате Хань Ли погрузился в глубокие размышления, а на его лице стали меняться выражения. Серебряное сияние белой лисы в конце концов потускнело, и она опустилась на 4 лапы. Сделав несколько шагов, лисица упала на землю. Хань Ли невольно усмехнулся, глядя на это. Услышав это, белая лиса повернулась к Хань Ли с явным раздражением в глазах. Затем он услышал женский голос: «Что смешного? Я просто обладаю этим телом. Естественно, что я не приспособлена к нему». Как только Хань Ли услышал это, его улыбка замерла, когда он потер нос и пробормотал: «Значит, ты тоже женщина». Глава 615. Серебряно-лунный волк. Женский голос холодно ответил: «Женщина». «Что ты имеешь в виду?» Когда Хань Ли услышал это, он криво улыбнулся в ответ и убрал защиту своих магических мечей, а затем спокойно сказал: «Меня не волнует, мужчина ты или женщина. Я хочу узнать твое происхождение». Белая лисица присела и спокойно взглянула на Хань Ли. «Мое происхождение? Разве я не дух артефакта древнего сокровища в твоих руках?» Хань Ли нахмурился и мрачно ответил: «Конечно, я знаю, что ты дух артефакта. Но я никогда не слышал, что дух артефакта способен использовать обладание». Белая лисица скривила рот и небрежно сказала: «Что за невежество? Я ведь только продемонстрировала, что это возможно».
Когда Ханьли услышал это, он замолчал и стал вертеть в руках нефритовый скипетр, внимательно рассматривая его. Лисица насторожилась и спросила: «Что ты собираешься делать?» Ханьли вздохнул и спокойно спросил: «Ничего особенного. Мне любопытно, насколько бесполезен этот нефритовый скипетр, пока ты обладаешь демонической лисой. Если я сломаю его, что-нибудь случится с тобой». Лисица изменилась в лице и яростно уставилась на Ханьли. Она немного подумала о чем-то и робко ответила: «Тебе не нужно меня проверять. Если ты сломаешь нефритовый скипетр, я исчезну. В конце концов, духи артефактов едины с сокровищами, которые содержат их». Затем из тела лисицы вспыхнул белый свет, и из него высвободилось огромное давление. Сердце Ханьли дрогнуло, а сам он тут же сосредоточился. Белая лисица взглянула на Ханьли и сказала: «Не нужно беспокоиться. Мне просто неудобно говорить с тобой в форме зверя, поэтому я превращаюсь в человека». Ханьли, услышав это, удивился, но немного расслабился. В этот момент белая лиса засветилась ослепительным серебряным светом, в результате чего Ханьли бессознательно сделал несколько шагов назад. Белое сияние исчезло, показав молодую женщину с привлекательной внешностью. Кроме того, что ее сияющие зеленые глаза стали угольно-черными, а внешность женщины была такой же, как и до того, как ею овладели. Казалось, что человеческая форма демонического зверя была постоянной, и ее невозможно было изменить. Пока Ханьли пребывал в прострации, молодая женщина бессознательно закрыла свое тело и смущенно спросила: «Есть ли у тебя какая-нибудь одежда?» «Мне как-то неловко». На лице женщины появилась застенчивость. Ханьли был ошеломлен на мгновение, но вскоре достал из своей сумки для хранения несколько вещей и передал ей. «Большое спасибо, господин Даос». Молодая женщина взяла одежду и стала одеваться. Выражение лица Ханьли дрогнуло. В каждом движении женщины была неописуемая грациозность. Даже женщины благородного происхождения не могли сравниться с ней. Не верилось, что она на самом деле была серебряным волком. Одевшись, женщина повернулась к Ханьли и медленно сказала: «Ты можешь называть меня Серебряной Луной, но своего происхождения я не помню. Ты должен знать, что когда душа демона превращается в дух артефакта, его сознание исчезнет, вот почему они подчиняются своему хозяину». Но по какой-то неизвестной причине однажды я осознала и вспомнил несколько воспоминаний из жизни. Хотя их было очень мало, я восстановила способность к независимым действиям. Я вспомнила, что когда-то была членом клана Серебряных Волков. Своё настоящее имя я не помню, вот почему я дала себе имя Серебряная Луна. Говоря это, женщина сделала несколько шагов, привыкая в новому телу. Задумчивое выражение появилось на лице Ханьли, и он почесал подбородок. Клан Серебрянолунных Волков. У меня нет записей о таких демонах. Серебряная Луна нахмурилась и сказала: «Это только часть моих уничтоженных воспоминаний. Возможно, я неправильно вспомнила». Ханьли задумался на мгновение, а затем спросил: «Хорошо, ты потеряла воспоминания о своем прошлом. Но как такое может быть, что дух артефакта овладел другим телом? Не говорите мне, что все духи артефактов могут это сделать. В этом случае в мире культивации давно бы наступил хаос». Молодая женщина холодно улыбнулась и возразила: «Ты действительно думаешь, что я могу обладать любым телом, которым пожелаю?» Ханьли прищурился и пристально уставился на женщину. «Что ты имеешь в виду?» Серебряная Луна поджала губы и объяснила: «Технику, которую я только что использовала, нельзя считать обычным овладением. Это врожденная способность клана Серебрянолунных Волков, которая называется поглощение души. Используя наши проявленные души, мы можем атаковать душу другого напрямую. Конечно, когда мы съедим их душу, мы можем временно взять под контроль новое тело. Однако это не может длиться долгое время, иначе наши души сольются с содержимым телом, и мы больше не сможем вернуться к своим. Кроме того, эта способность — обоюдоострый меч. Наше духовное чутье не очень сильное по сравнению с другими кланами демонов. Столкнувшись с противником, у которого сильнее духовное чутье, нам конец. Вот почему никто не решался использовать эту технику. Однако для того, у кого нет своего тела, это не имеет особого значения». Увидев удивление Ханьли, она догадалась, о чем Ханьли собирается спросить, и поспешно продолжила: «Пожалуйста, не спрашивай меня специфики техники поглощения души. На это у меня только инстинктивное понимание. Тебе ни о чем беспокоиться. Техника поглощения души обладает множеством ограничений, в результате ее не так просто использовать. Я бы не смогла ее использовать, будучи духом артефакта, если бы изначально не была из клана Серебрянолунных Волков. Если бы мне не посчастливилось встретить эту четырехзрачковую лисицу, я бы не смогла использовать ее. Я бы решила остаться внутри нефритового скипетра. Согласно моим воспоминаниям, четырехзрачковые лисицы слабее Серебрянолунных Волков.
Поскольку она уже владела телом трупного демона, мне не пришлось сражаться с хозяином оригинального тела, вот почему я преуспела в обладании ее телом. Ханли внимательно посмотрел ей в глаза и не нашел ничего странного. Он не мог с сомнением спросить: четырехзрачковая лисица. Разве это снежно-облачная лисица? Они очень похожи, врожденные дьявольские зрачки появляются на более поздней стадии культивации. Наша техника поглощения души — просто шутка по сравнению со смертоносной силой их дьявольских глаз. Хотя эта лисица очень похожа на снежно-облачную, когда он использовала свою технику, я тут же узнала ее. Серебряная луна сладко улыбнулась. Ханли поджал губы и заговорил о том, что его волновало. Уровень культивации лисы достиг 7-го ранга. Разве это не высокий уровень культивации? И почему она была способна принять человеческую форму, хотя еще не достигла стадии метаморфозы? Более того, как культивация лисицы могла так внезапно измениться? Только не говори, что ты и демоническая лиса скрывали свой настоящий уровень культивации. Ха-ха. У тебя столько вопросов. Я уже много лет ни с кем не говорила, так что я не против. Я действительно не знаю, почему демоническая лиса способна трансформироваться. Я считаю, что трупный демон увидел безвыходность ситуации и насильно передал часть своей культивации лисице, в результате чего уровень ее культивации значительно возрос. Истинный уровень культивации четырехзрачковой лисицы по сравнению со зрелым зверем все еще на низком уровне. Кроме того, трупный демон не смог отойти слишком далеко от своего тела, как только он привил свой уровень культивации этой лисицы из-за ограничений комнаты. Что касается того, почему я нахожусь в человеческом обличии, это происходит главным образом из-за того, что я увеличиваю свой уровень культивации до демонического зверя 8-го ранга, используя секретные методы. Однако мой уровень культивации уменьшится, если я вернусь в форму демонического зверя. При этом должен будет пройти месяц, прежде чем я снова смогу использовать эту технику. После этого Ханли не стал продолжать допрос. Вместо этого он задумался. Спустя некоторое время он равнодушно сказал: «Хотя это не развеяло всех моих сомнений, у меня появилось общее понимание. Однако я бы хотел узнать, что ты собираешься делать с этим телом». Серебряная луна таинственно улыбнулась и сказала: «А ты не убьешь меня, если я скажу, что хочу с ним сделать».